150 дней выживания в одиночку. Это битва с природой, с собой и со своими страхами. На протяжении всего этого времени я учился справляться со всеми трудностями, которые вынуждали меня бороться за свою жизнь. Сейчас я поведаю свою историю. Историю о том, как я пережил 150 дней в одиночку в дикой природе. Историю о том, как я находил в себе силы продолжать, даже когда хотелось все бросить. Здравствуй, друг. Честно говоря, мне сложно впервые за такое долгое время говорить с кем-то, кроме трупов бум-крыс и собственного отражения. Пожалуй, начну свою историю издалека. Мое имя Нюк. Ты можешь называть меня так. Я жил в далекой деревне, о которой мало кто слышал. Однако мы издавна славились гостеприимством и дружелюбием. Я сам работал механиком, учился этому еще с детства. Моя жизнь состояла из того, чтобы я что-то чинил или носил какие-то припасы. Все шло своим чередом. Недавно прибывший поселенец навсегда изменил мою жизнь. Он отравил колодец и наши запасы пищи. Мы стали голодать. И я был удивлен, ведь наше поселение было тихим и спокойным. Почему? Почему именно на нас обрушилась эта кара? А дальше бандиты напали на нас в самый уязвимый момент. Я, несмотря на близость к поселению, не смог помочь и смотрел, как горят дома и запасы. Это был самый ужасный момент в моей жизни. Дружелюбие и милость сгубило всех. Я понял, что мне пора бежать, чтобы не стать жертвой проклятых бандитов и навсегда изменить свою жизнь. Я шел очень долго и искал свое место в этом мире. Мои запасы уже иссякли, но я не останавливался в своем поиске. И вот я нашел это место. Ручей проходил через всю территорию, возвышались огромные скалы, а фауна была очень богатой. Это была настоящая мечта, рай. Здесь я решил остановиться и начать новую жизнь. Но после того, что произошло, я понял, что больше не хочу никого видеть. Не хотел привязываться и открываться. Мне не нужна поддержка, не нужна жалость. Хотелось лишь единения и покоя. А те, кто его нарушит и посмеют тронуть меня или мое жилище, ну ты понимаешь. Начинается моя новая жизнь. Так, чтобы прийти к той комфортной жизни, которой я жил раньше, придется потрудиться. Сперва я поставил, вы уж простите за подробности, выгребную яму, затем таз для того, чтобы была возможность помыться, и, разумеется, колодец, и потом приступил к рубке дров. В первые дни мне пришлось ночевать на улице, но это не важно, ведь погода в конце марта-мая чудесна, и засыпать под покровом звездного неба нечто волшебное. Я даже стал жалеть, что не делал такого раньше. Буквально к утру следующего дня построил свой новый дом. Да, он выглядел не так изящно, как старый, и мебели, к сожалению, не было, но это теперь моя крепость. Чтобы понять, как мне делать мебель, решил, что стоит поставить рабочий стол. И тут я столкнулся с первыми испытаниями. Во-первых, у меня не было стали для создания инструментов, однако это легко решилось тем, что я просто разобрал древние руины неподалеку. Во-вторых, я по-настоящему познал дикую природу. Нападение разъяренной крысы было неожиданным. Я едва ли с трудом одолел зверя, а по итогу еще и был тяжело ранен. Пришлось достаточно быстро залечивать свои раны и молиться, чтобы не пошло заражение. Больше половины лета я провел за столом для исследований, питаясь подножным кормом и сырым мясом. Тьфу, как же хочется человеческой пищи. Но, увы, ни времени, ни сил на готовку нет, мне надо работать. После того, как я изучил методы конструирования мебели, я стал делать небольшой ремонт, но мою работу прервало нападение бандита. Что? Бандита? Чертовы мародеры! Даже в этом забытом богом месте нашли меня. Он явился с оружием на мою землю. У меня в этот момент ничего не было, пришлось сражаться с ним в рукопашную. Эта битва могла бы стать последней в моей жизни, но мой последний сокрушительный удар повалил противника на землю. И когда казалось, что угроза миновала, на меня напала разъяренная альпака. Да, дружище, везение не мой конек. Я упал на землю. Была просто ужасная боль. Благо животное не стало меня добивать. Через пару часов мне удалось встать, после чего я с огромной скоростью забежал в дом, залечивать свои раны, ну и отдыхать после всех происшествий. На следующий день мне пришло задание. Заинтересованные люди хотели протестировать устройство, которое меняет климат. В моем случае на дождь. За это я взял шлем самурая и нефрит. Авось пригодится. В начале ноября решил, что пора питаться нормально. И стал строить твердотопливную плиту и разделочный стол. Теперь, хоть иногда смогу нормально поесть. Попутно изучаю электричество. Хоть оно у нас и было в поселении, но как все это работало, я и понятия не имел. До середины ноября я успел оснастить кухню и лабораторию, если так можно назвать. В тот раз на меня вновь напали и знатно потрепали. Да, я нанес много урона своему врагу, но ему, увы, удалось одолеть меня. Меня уже тащили прочь с территории, чтобы наверняка закрыть где-то, как последнюю собаку. Как вдруг случилось настоящее чудо. Бандит упал, а я наоборот очнулся и, собрав силы в кулак, пополз домой лечиться. Еды не было совсем, так что пришлось разделать этого бандита и есть его. Знаешь, дружище, скажу честно, что я и врагу бы этого не пожелал. Я в ту ночь почти не спал, но, впрочем, не будем останавливаться на этом. Я ведь тут не для того, чтобы страшил
тебе рассказывать, верно? В один из дней мне все-таки повезло. Из разрушенных капсул на мою территорию попало немного еды. Не представляешь, как я был счастлив тогда. Потихоньку сентоноябрь сменял декабрь. Пошел первый снег, и дома стало заметно холоднее. Одеяла от моей кровати не хватало, чтобы согреться. Срочно нужна была одежда и хоть какой-то способ обогреть дом. Внезапно на меня напал мародер. Увы, до этого я где-то потерял свое оружие, пришлось схватить обычную палку и выйти с ней в атаку. Так как нападавший был с луком, мне удалось быстро нейтрализовать противника. А самое главное, пока этот гад корчился от боли, я снял с него одежду. Теперь я не замерзну, это уж точно. Еще в комнате поставил костер. Спать в таком помещении жарко и невероятно душно. Но это куда лучше, чем мерз. По зиме хищники всегда сходят с ума. Все из-за холода. Травоядных в этот сезон наблюдается мало. Вот пума и решила поохотиться на меня. Я, вооружившись старой доброй палкой, решил отогнать зверя. Пару ударов по морде, и животное погибло. Залечив свои раны, я продолжил исследовать электричество. 9 декабря мне пришло заманчивое предложение. Те же самые люди, которые у меня уже меняли погоду, решили еще раз протестировать свой аппарат. За это мне дали новенький автоматический дробовик отменного качества. Я был и не против грозе за окном. Ко мне прибилась бум-крыса, и я, как дурак, решил, что будет нормально забить ее прямо на кухне. По итогу мои столы сгорели, благо пища не повреждена, теперь надо заново отстраивать. Вскоре мне даже довелось опробовать новую игрушку. На мою территорию набрел грабитель. Пусть я пока не так ловко владел ей, но все же это было лучше, чем словно первобытный монстр орудовать палкой. В конце зимы я наконец-то изучил основы электричества. Осталось только как-то его вырабатывать. Поэтому моим следующим шагом будет изучение водяного генератора, потому что не хотелось бы себя обременять постоянной рубкой деревьев ради электричества. Как-то на меня решил напасть Муффало. Это серьезный противник, однако мой дробовик был куда круче. Я сделал пару точных выстрелов по разъяренному животному и сразу же добил его. Теперь я мог не беспокоиться о еде. И даже враг, который пришел через пару дней, не смог устоять передо мной. Ты уж извини меня, но я никак нарадоваться не могу этому оружию, а похвастаться мне некому. Теперь враги для меня не проблема, по крайней мере, пока они по одному. В середине марта-мая я наконец-то построил водяной генератор. Теперь у меня будет электричество. Но надо будет придумать, что запитать. Лето прошло отлично. Я наконец-то поставил систему водопровода, изучил бойлерную систему, и теперь, о боже, у меня была горячая вода. Также исследовал кондиционеры. Теперь могу без проблем хранить свою пищу, так что решил отметить это охотой. А что насчет рейдов на мое поселение, тут можешь не беспокоиться. Я почти всегда выходил сухим из воды. Только изредка мне серьезно прилетало. Но это не так проблемно. Также поставил пару лампочек в комнатах, теперь не придется носить дрова для заправки факелов. За начало осени мне удалось выстроить склад. Но ты ведь уже понял, что у меня все не может пойти так гладко. Поэтому вскоре я тяжело заболел. Тогда мне оставалось лишь продолжать работать и вспоминать родную деревню, где красная мне могла быстро приготовить теплую настойку из ягод. И уже на следующий день ты как новенький. Я еще подумал, почему бы и мне не съесть чего-нибудь подобное. А тут приходится всю болезнь проводить на ногах. Я сделал себе удобное кресло к обеденному столу. Я уже чувствовал себя как дома, но почему-то по ночам мне мерещатся звуки. Наверное, съел чего-то не того. К концу сентоноября стало заметно холодать. Работать было сложно, очень холодно в доме, поэтому я решил, что пора сделать отопление. Теперь в каждой комнате тепло и уютно. Пока на улице начинаются первые заморозки, я сижу и ем на своем удобном кресле. Зимой решил начать шить одежду, а то снимать одежду с убитых противников не самое приятное. Ее потом надо стирать, зашивать. В общем, решил, что проще будет шить. Весной я решил удариться в исследование по полной. Мой холодильник ломился от еды, теперь мне ничего не угрожало. Однако посадить овощи и хлопок точно не помешает, только надо будет построить специальный склад под них. И еще надо бы сделать ремонт в доме, обновить стены на каменные и покрытие пола сменить на что-то более достойное. Не зря ведь изучал способы обработки камня. Этим летом пришел наконец-то достойный противник с огнестрельным оружием. Ну как достойный противник? Он по мне ни разу не попал, так что тот упал замертво после пары моих выстрелов. 12 июгоста я наконец-то начал жать картофель. У меня теперь было около 2000 клубней. Я их всех отнес на мой овощной склад. Осень встретила не очень благоприятно. Бумалопа сошла с ума, пришлось ее устранять. Но при взрыве огонь перекинулся на трубы, ветронасос и скважину. Мне их не удалось потушить. Благо водонапорная башня подключена к санузлу, так что у меня есть время, пока вода там не закончится. Один из противников решил залить себя госоком, чтобы рвануть ко мне и уничтожить. Но тут сказать нечего, дружище. Исход был очевиден. А что, ты разве знаешь о ситуациях,
землях, где торчок-бандит побеждал, 4 ноября ко мне прибились свиньи. Мне придется их забить, ведь у меня нет комбикорма для их пропитания. Ладно, что-то я заболтался. Да и места для письма больше не осталось. Спасибо, дружище, что выслушал меня. Ты единственный, кому я могу довериться. Мой дорогой дневник. Хочется сказать, что сейчас у меня все хорошо. Пусть и сейчас за плечами у меня есть лишь самое малое, но мне пока хватает и этого. Впереди еще много событий, куча новых технологий и еще больше нападений и сражений. Не волнуйся, я вернусь к тебе, когда куплю еще бумаги и чернил. До встречи снова. Твой лучший друг и одинокий поселенец Нюк.